Привет, дорогие друзья! Мы находимся на караван-салон Дюссельдорф в Германии, а вы находитесь на канале «Яхты на колесах». Меня зовут Антон. Мы публиковали ролик «Анонс», в котором спрашивали вас, что вам интересно, и вот потихоньку стараемся отвечать на ваши запросы. Можно ли снять обзор на самый дешевый семейный автодом, 5 пассажиров, 2 раздельные кровати сзади, опускаемая кровать, двухспальная и одно доп-место? Можно, поэтому мы пришли на стенд Sunliving. Мы часто обращаемся к Адри по той причине, что хотим вам посоветовать не просто там что-то бюджетное, но то, что доедет до России как минимум до вас, а после будет еще верой и правдой вам служить какое-то время. Поэтому сегодня у нас обзор Sunliving. Походили мы, посмотрели, что здесь есть на стенде. К сожалению, прямо максимально подходящего чего-то из того, что вы просите, нету. Но я вам быстро покажу сейчас A75 SL. Это история с раздельной кроватью, но обзор у нас будет на то, что за моей спиной. A75 DP. Эта модель просто нам показалась интереснее, и уже внутри в процессе я расскажу почему. Это A75 SL. Вот таким образом выглядят две раздельные кровати. Автодом алькованный, то есть по индексу А мы это можем понять. Впереди у нас спальное место не в опускаемой кровати, а в алькове. Таким образом у нас получается здесь два альков и одно в столовой группе. Но нам интереснее посмотреть шестиместную модель, поэтому мы вам ее сейчас и покажем. Переносимся в жилое пространство Sunliving A75 DP. Что DP, что SL, в принципе, у них абсолютно одинаковая цена, и разница лишь вот в этой задней кровати, которая в данном случае объединена, развернута поперек жилого пространства, и за счет этого образуется дополнительное место. Именно поэтому нам хотелось бы показать сегодня эту машину, но в остальном, если вам важна раздельная кровать сзади, просто выбирайте эту планировку, все остальное абсолютно идентично. Ключевое слово в запросе было это 5 мест и то, что это семейный автомобиль. На наш взгляд, в принципе, и из опыта самый лучший семейный вариант – это альков, потому что это изолированная большая кровать, где могут находиться одновременно дети, когда они любят залезть по вот этой лесенке наверх. И это такая практически, получается, изолированная комната. Также хочу отметить, что в этом году одна из главных новинок – это трекинговые светильники и USB-зарядки, которые вот здесь мы видим по всему дому. Они также присутствуют в алькове, там 2 светильника и даже USB-розетку, вот вы можете сейчас видеть. При необходимости можно добавить туда еще USB, и это очень классно. То есть при этом при опускаемой кровати у нас часто этой истории нет, потому что она опускается, поднимается, и там в таком экономе, как Sunliving, этого зачастую нет. Здесь вот в алькове у нас есть розетки, и вы можете поставить их столько, сколько вам нужно. Вот за моей спиной, собственно говоря, альков вы сейчас наблюдаете. Следующая новинка этого года, которую мы здесь можем видеть, это вот эти ручки, которые появились в Sunliving. И они классные, потому что раньше в Sunliving у нас была такая дырка, вырез. Там внутри надо нащупывать рычажок, пластиковая ручка внутри, которая иногда от трески выходила из строя раньше, чем хотелось бы. Сейчас здесь стала такая более надежная защелка, и сама ручка как бы отклоняется и защелкивается. Мы вам показывали уже все, в принципе, эту историю на основе Вена с дилерской конференции, были ролик, но теперь давайте посмотрим в алькованном автодоме. Также появились вот эти вот темные тона в отделке и просто чистые белые фасады. Не знаю, мне честно нравится вот эта концепция, как сейчас это стало. Это прямо радует глаз. Следующим важным плюсом этой планировки, мне кажется, такая вот универсальность. То есть, во-первых, 6 мест лучше всегда, чем 5, особенно когда это так реализовано, как здесь. То есть у нас опускается вот этот стол и получается 2 спальных места в столовой группе, но если вдруг вам нужно именно 5, вам нет необходимости раскладывать столовую группу, вы можете организовать это место с помощью вот этой вот такой истории. То есть у нас жесткая дощечка присутствует внутри этой подушки. Она кладется сюда, и получается поперек спальное место, не надо опускать стол, можно даже пользоваться дальше столом, кто-то может сидеть работать за компьютером, а кто-то другой возьмет и ляжет здесь спать. Вот вам, пожалуйста, вариант на 5 спальных мест. Единственное, правда, в альков придется запрыгивать без лесенки, то есть вот я таким образом здесь помещаюсь, все классно. В альков придется запрыгивать без лесенки, потому что вот эта подушка, как бы не даст ее поставить. Но в случае, если мы раскладываем здесь полноценное двуспальное место, то, конечно, у нас еще вот на эти крепления встает лесенка, и в альков вы вообще забираетесь с комфортом.
Столик у нас, кстати, имеет возможность вот таким образом раздвигаться, увеличиваться. И в случае со спальным местом это достаточно удобная история. То есть у нас, кроме спального места, сбоку такая как тумбочка образуется в проходе. Важный момент, который появился в этом году в Sunliving, очень часто люди в целом жаловались, что ехать не очень удобно, когда прямая спинка, все это как-то не так, не классно, не комфортно. И сделали вот такую поддержку для спины, а сверху наоборот вырез. Для чего? Для того, чтобы, когда... Сейчас я откреплю это все, отсоединю и вам продемонстрирую. Это вот новинка линейки 2021 года, подушка вот такой формы. То есть, когда вы едете, это поясничная поддержка получается. Когда вы ложитесь спать и делаете из этого столовую группу, она перекидывается в эту сторону и получается полноценно ровная поверхность. В принципе, в Sunliving и раньше в столовой группе было достаточно удобно. Сейчас мы здесь, в кемпинге, живем именно в Sunliving и в старого образца, и там подушки такие бугристые, и при этом все равно достаточно удобно. Здесь это стало еще лучше, еще ровнее, и это прямо искренне радует. Мне вот не терпится в каком-нибудь ближайшем будущем поспать именно на такой подушке, в такой столовой группе. Мне кажется, это реально хорошее решение. Я пробовал раскладывать, просто полежать, удобно. Двигаемся дальше, вот эти темные тона, черные ручки преобладают во всем салоне, и это, конечно, выглядит достаточно приятно. То есть, несмотря на то, что Sunliving такая вот эконом-история, она становится выглядеть более богато. Мы уже с вами видели Matrix, который стал в темных тонах. Так вот и здесь это все тоже появляется. Я вот про вот эти накладки в первую очередь. Рабочая поверхность на кухне увеличивается с помощью вот такой дощечки. И, что на самом деле удобно, то, что здесь одна педалька, потому что где-то недавно по-моему, это был Hummer Yosemite или что-то такое, где надо было с двух сторон, или Grand Canyon, с двух сторон надо было нажимать, чтобы разложить вот эту вот дополнительную столешницу. И это не очень удобно, когда ты ее не видишь, щелкать. Здесь одна педалька, ты просто нажимаешь на нее и поднимаешь и опускаешь одной рукой. Дощечка, конечно, у нас закрывает мойку, но тут все, в принципе, по классике. Радует только единственное, что не складной кран, монолитный. Вот, то есть стал с этого года в Sunliving вот смеситель на кухне такого образца. И, конечно, без лишних складывающихся элементов он, ну, на мой взгляд, выглядит симпатичнее и должен, наверное, быть надежнее. Главная фишка, конечно, которая появилась наконец в этом году, это жесткая дверь. Она появилась и в венах в Sunliving, и вот мы сейчас смотрим «Алькованный дом». В принципе, тоже с этой целью, чтобы проверить, в этой планировке стала дверь или нет. Стала жесткая дверь, много на нее жаловались, то, что раньше была это гибкая дверь, все это не очень удобно. Вот эта дверь должна быть надежной и служить долго верой и правдой. Но мы, по крайней мере, на это надеемся. На это есть прицел. Душевая кабина и туалет у нас. Душевая кабина достаточно просторная, в принципе, для таких небольших автодомов. Ну, то есть места здесь достаточно. Такой баланс. Конечно, хотелось бы, наверное, попросторнее, но это относительно эконом, относительно, что мы можем предложить по качеству. Места здесь достаточно. Нет такого, что ты ютишься, нету такой истории, там, как в вене. Душ отдельный. Душ, кстати, достаточно стильный. Примерно такие же души, вот лейки мы встречали по такой форме в дорогих автодомах. По-моему, в Нотине что-то было похожее максимально на это. Но здесь вот у нас тоже душ отдельный. Естественно, низ какой там из раковины не выкручивается. Два сливных отверстия, то есть независимо от того, в какую сторону у вас наклонен дом, у вас будет из поддона утекать вода. Светильчик вот здесь есть такой, я не знаю, кстати, кажется мне достаточно влагонезащищенным, но я надеюсь, что этот момент продумали, с другой стороны, время покажет. Туалет. Интересный, приятный дизайн тоже вот этого смесителя, он такой белый, монолитный, никакой не складывающийся, и раковина у нас вот таким образом откидывается, раз, и все, над туалетом. Ну, это вот всегда такой, в принципе, используется компромисс на небольших пространствах, чтобы сэкономить место. У нас, допустим, складывается, когда раковина, мы получаем, собственно говоря, биотуалет. Биотуалет Тетфорд с электросмывом, стандартный, который мы, в принципе, видели всегда и продолжаем вот видеть в Sunliving. Так, давайте посмотрим, что тут со шкафчиком. Ну, шкафчик обычный, узенький, небольшой шкафчик. Вот пробочка здесь сохранилась от раковины. И, кстати, немаловажно, розетка в Sunliving вот в этой комплектации, в этой планировке присутствует в шкафчике. И это хорошо, потому что Sunliving, в котором мы живем в данный момент, не имеет розетки в туалете. Нельзя зарядить бритву, нельзя зарядить что-то в ванной. Это не очень классно.
здесь это есть. Свет включается в туалете вот этим выключателем у нас. Холодильник я вам забыл показать, когда мы смотрели кухню. В принципе, он стандартный Тетфорд с морозилкой внутри. Газ, электричество 12-220 вольт, то есть универсальный он у нас. Кстати, здесь осталось вот старое вот это глянцевое покрытие. Часто мы видим это холодильник в автодомах, но где-то на дилерской конференции я видел в одном из домов, вот эта история была матовая. Но, возможно, это был компрессорный холодильник, именно поэтому. Выше у нас небольшой шкафчик. В шкафчике ничего нету. Часто сюда ставят телевизор. Здесь TV-подготовка сделана в передней части, около того спального места, горизонтально поперек. И также есть здесь в задней части для основной спальни. Переходим плавно к основной спальне и по пути смотрим гардероб. Вот здесь у нас огромный, гигантский шкаф-гардероб. И внизу шкаф просто с полочками. Широкий, сделан на всех, так сказать, жителей этого автодома. Именно поэтому, я думаю, нет никакого жесткого отделения от основной кровати, то есть она отделяется просто шторками, и для того, чтобы, видимо, был доступ у всех жителей этого автодома, например, к шкафу. Также у нас дальше с левой стороны около спальни есть еще шкафчик с полочками, и вон там я вижу наклейку ТВ и вывод антенного провода. По идее, для того, чтобы на заднюю стенку вот этой в спальне мы могли разместить телевизор. В спальне 3 шкафчика как бы не в изголовье, а сбоку у нас есть. Давайте я сейчас так вот запрыгну. Вот шкафчик. Ручки, опять же, здесь вот эти вот новые. И также новые трекинговые светильники. Вот у нас присутствуют в изголовье. Соответственно, на этот трек вы можете поставить USB или светильников столько, сколько вам необходимо. Свободная стенка для телевизора, ползунок шторки. И что я вам не показал? Не показал вот что. Раз. Проход в багажник. А поскольку я уже сказал, что это проход, мы через него прямо и пройдем в багажник сейчас, вот таким образом. Чтобы вам показать размер этой двери, просто оп. Смотрим багажник. Багажник достаточно просторный. Шторка здесь какая-то присутствует. Не знаю, зачем она здесь на самом деле. Но она у нас может полностью, вот еще на липучке фиксируется. Как бы загородить это пространство, в котором находится просто вот шкафчик. Я понял. Здесь еще один как бы гардероб. Потому что здесь есть такая палочка, на которой мы можем что-то повесить. И, например, иметь доступ как из багажника, так и снаружи, если надо, разграничиваем шторкой. Но вот такое какое-то место универсального использования здесь сделано. Лесенки вижу здесь, для того, чтобы залазить в альков и для того, чтобы не запрыгивать на заднюю кровать. По идее, тоже вот она есть. Поэтому лесенки у нас две, короткая и длинная. Давайте посмотрим, что за этой дверью. За этой дверью газовый отсек. Газовые баллоны стоят в багажнике. Решение интересное, потому что багажник у нас отапливается. Вот воздуховоды от печи Трума. Они сюда поступают. Соответственно, багажник теплый. И получается, что газовый отсек у нас находится в этом теплом пространстве. Баллоны лишний раз не замерзнут. И плюс, если вы взяли третий какой-то запасной баллон, все у вас в багажнике рядом перекинули, лишнего носить не надо. Свет, как вы понимаете, в багажнике есть. Он только с одной стороны. Вот он на меня светит. Все, больше светильников я не вижу, запасное колесо установлено. И розетка 10 ампер 12 вольт и 220 вольт тоже есть. Даже в Sunliving у нас поставили для того, чтобы заряжать самокаты, велосипеды, что-то, какой-то электрический гаджет, и прямо в багажнике, не вынимая их на улицу. С другой стороны есть две небольшие полочки, которые у нас около входа, симметричны тому месту, где установлены газовые баллоны. Данный Sunliving построен на базе Citroën Jumper. Недавно произошло слияние, вернее такое поглощение отчасти, можно сказать, Adria Trigano Group. Это французская компания, поэтому с этого года у нас будет гораздо чаще встречаться Citroën. Вы в комментариях как-то раз писали, сравните Citroën и Fiat. Почему вообще, что лучше, что нет. Мы думали сделать на это отдельный какой-то ролик, батл, но потом поняли, что этих плюсов и минусов не так много, поэтому я сейчас постараюсь быстро ответить на этот вопрос. Первое. Вы видите здесь механическую коробку передач. На базе Citroën не бывает коробки автоматической, то есть коробка 9-ступенчатый автомат есть только на Fiat Ducato. Это первое. Второе. В России практически нету нормальной поддержки для Citroën Jumper, а отличия все-таки есть. Внешне вы здесь видите тот же самый Fiat Ducato практически. Сейчас я пройдусь по мелочам.
Но двигатель стоит другой, фордовский двигатель, который при этом не очень надежный. На практике компании «Яхты на колесах», которые привозили несколько раз Citroën, он не отходил гарантийный срок, и это было неприятно, потому что приходилось искать поддержку, все вот эти истории. То есть надежность хуже, и при этом нету нормальной поддержки, это как бы минус. Поскольку, как я сказал, мы стараемся рекомендовать и что-то предлагать, что ходит хорошо и долго по российским дорогам и удобно к обслуживанию, вот это, в принципе, основные отличия и аргументы. Третий – это цена. Да, Citroën немного дешевле, там где-то на 1000 евро в среднем, но, как правило, вот эти проблемы, связанные с ремонтом, они того не стоят. Ну вот просто по фактам. Конечно, вы можете выбрать Citroën, если вы это хотите. Да, это будет немного дешевле, и для вас привезут в Россию, это не проблема. Но, то есть, вообще никакой разницы по большому счету нет. Но вот объективно есть такие моменты, которые связаны с тем, что Citroën, наверное, лучше предпочесть все-таки Fiat Ducato. Надежный, проверенный временем. Из отличий сразу вот вижу тот же самый управление кондиционером, как и на Fiat Ducato, но на Citroën здесь вот пластиковая вставка, а на Ducato глянцевая такая, глянцевая, которая, кстати, пачкается пальцами, но в остальном она выглядит гораздо дороже. И если у вас здесь будет вставлена магнитола какая-то, которая будет занимать два этих слота, то есть двухдиновая, и она целиком с блестящим экраном соединяется, выглядит это гораздо более эффектно, чем вот эта матовая, как бы на вид более дешевая история. В остальном джампер по кабине водителя и по каким-то визуальным признакам, ну вот ничем не отличается, честно. Те же самые кнопки, та же самая помощь при спуске, там Traction Plus, просто обозначены где-то там другим значком, какие-то вот эти вот все истории. Точно так же откидывается вот это, кстати, это у нас, вот. Кстати, смотрите, даже подставки для телефона нет в Citroën. У нас в Ducato всегда здесь есть, раздвигается история специально для... Я не знаю, мне кажется, 1000 евро не стоит в итоге вот этого всех проблем, плюс лишений, которые связаны с Citroën. Вот раз, пожалуйста, дешевле, но нету подставки для телефона, а это реально очень удобно. Часто ее забываешь, а она всегда здесь под рукой раскладывается. В остальном такое же здесь для охлаждения бутылочки ниша присутствует. Все, остальное все то же самое абсолютно. Хочу обратить внимание на то, что в этом году я все чаще встречаю, я думаю, это, конечно, нюанс комплектации, но у Sunliving появились все чаще вот эти вот шторки, по крайней мере, и на дилерской конференции здесь, которые такие цельно-монолитные, по ползунку выдвигаются, то есть не на кнопочках такая в рулон смотанная, которую мы рассматриваем по всей кабине, а вот эти вот полноценные нормальные шторки, которые мы всегда видим в Матриксе, например, а тут они у нас в Sunliving все чаще и чаще, и это не может не радовать. Итог. Sunliving – это, пожалуй, вот единственное, что мы хотели бы вам предложить, как-то советовать и рассматривать, как вот семейный и при этом достаточно бюджетный автодом. Есть ли что-то дешевле? Ну, в принципе, поискать, найти можно. Просто на практике это какие-то, допустим, небольшие итальянские бренды или даже достаточно большие, которые при этом не славятся особым качеством. И купить вы его, наверное, можете, но совершенно не факт, что он доедет, в принципе, до России, въехав там на наши дороги. Sunliving так или иначе годами ходит в прокате по российским дорогам, не только в Москве и Московской области, и поэтому вот мы смотрим на него, рассматриваем новинки 2021 года на базе модели A75DP. Мы выбрали именно алькованный автодом, потому что это максимальная вместительность, при том, что разницы в цене серьезной нету между алькованным и опускаемой кроватью. Здесь вот вы можете, кстати, видеть, Tulia Omnistor стоит маркиза, и вот эта вот комплектация, вот все, что мы сегодня с вами смотрели, примерно в Москве будет стоить около там 80 тысяч евро, уже вот когда приедет в Москву. Мы сегодня так быстро пробежались по новинкам 2021 года от Adria, которые встречаются в Sunliving. Подробнее мы их рассматривали на дилерской конференции в Словении, поэтому если вдруг вы не видели, заходите в плейлист, мы его оставим в финальной шапке сейчас. Там много роликов и много новинок от Adria именно вот в линейках 2021 года. Также напоминаю, мы находимся на караван-салон Дюссельдорф в Германии. Также на финальной шапке будет ссылочка на другие ролики, которые мы сняли здесь для вас. Вы на канале «Яхты на колесах». Меня зовут Антон. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.